С начала этого видео видно, что в Польше счастливы даже животные. После определенного периода проживания в Польше у нас уже сложилось свое впечатление об этой стране, и, конечно же, мы готовы поделиться этим с вами. Всем привет! С вами канал На Позитиве, Виктория и Ирина. День добрый из солнечной Польши. Еще немного больше, чем 2 года назад, мы даже и представить не могли, что мы достаточно долгое время будем жить в такой прекрасной стране, как Польша. Жизнь вносит свои коррективы, и мы хотим сегодня познакомить вас с этой прекрасной страной. До войны я планировала приехать посмотреть такой город, как Варшава, Краков, об остальных городах, и о жизни Польши я знала совсем мало. Ну а теперь, конечно же, мы можем некоторыми вещами поделиться, поскольку мы уже в этом профи. Мы хотим показать вам Польшу со своего взгляда украинцев, которые некоторый период своей жизни прожили в этой прекрасной стране. Когда мы впервые приехали в Польшу, то уже с первых часов были приятно удивлены, и до сих пор нам хочется выражать восторг от этой страны. Красивые исторические города, отреставрированные фасады, красивые новые дороги, обновленный автопарк общественного транспорта по всей стране, везде чисто, ухоженно, красиво. И сразу видно, что страну строят, что в нее инвестируют, и о ней очень заботятся. Когда мы только приехали в Польшу, и первые дни мы слышали польский язык, он нам казался безумно непонятным. Мы даже представить не могли, как мы будем на нем разговаривать и как будем понимать местных жителей. Но сейчас я могу сказать, что мы уже на 100%, возможно, 95% понимаем польский язык и, конечно же, умеем на нем писать и разговаривать. Поэтому, если вы приезжаете в Польшу, обязательно изучайте язык. Сначала он вам покажется очень трудным, но потом вы поймете, что он очень милый и очень прекрасно звучит. Если вы решили отдохнуть в Польше, то здесь тоже есть где развернуться. В Польше есть и море, и горы, и прекрасные города с интересной историей. Скучно вам точно не будет. После посещения этой страны нам кажется, что она не оставляет равнодушным абсолютно никого. В Польше очень развит внутренний турист. Поляки путешествуют по своей стране просто круглый год. Где бы мы ни были, поляки везде с большим удовольствием и интересом посещают новые туристические места. Допустим, жители Гданска приезжают в Восточную Польшу, например, Люблин, а Люблин, естественно, летом ездит на Балтийское море, в Гданск, в Сопот и в Щецин. Конечно же, мы тоже посетили много интересных мест в Польше, много городов. Первый город после Люблина, в котором мы были, это был Варшава, потом это был Краков, прекрасный Вроцлав. Дальше мы объездили Люблинское воеводство, были в сказочном городе Сандомеш. Нам все очень понравилось. Каждый город по-своему интересен и стоит того, чтобы его приехать и посмотреть. Когда прогуливаешься по польским городам, все время возникает ощущение, что ты в сказке. Как-то уж интересно они окутывают тебя волшебной атмосферой. Когда мы только заехали в Польшу, мы были приятно удивлены польской природой, чистотой, красотой. И вообще мы поняли, что это хорошо развитая страна Европейского Союза.
хоть в Польше часто плохая и переменчивая погода, когда на улице ясно, она превращается в очень красочное и прекрасное место на земле. Польша очень атмосферная, многоликая и разнообразная. Эту страну нужно принять, понять и, конечно же, полюбить. Даже не имея автомобиля, вы очень комфортно себя будете чувствовать в общественном транспорте, потому что автопарк в Польше достаточно обновлен, и трамваи, и троллейбусы, и бусы, и метро в Варшаве вас очень приятно удивит. Также очень развита железнодорожная сеть, и из любого города, из любой точки Польши вы очень быстро и комфортно доберетесь в нужное вам место. Весь общественный транспорт снабжен кондиционерами, вы никогда не замерзнете в нем зимой, и вам никогда не будет в нем жарко летом. В стране очень популярен, развит и доступен общественный транспорт. Самолеты, автобусы, поезда, электрички, такси. Все быстро, четко и вовремя. Ну, конечно, за исключением поездов. Здесь они и правда могут хорошенько опаздывать. Но, как говорят, с кем не бывает. Если вы все-таки решите переехать в Польшу, адаптация у вас пройдет очень быстро, потому что поляки очень гостеприимные, общительные. Также они помогут вам в любой сложной ситуации: купить билет, снять квартиру. Любой вопрос, вы подходите к первому прохожему, и он вас обязательно, чем может, он вам обязательно поможет. Cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Słuchaj mnie. Прогуливаясь или путешествуя по улицам Польши, очень часто можно услышать белорусскую, русскую, украинскую речь. Это неудивительно, потому что соседние страны хотят жить в цивилизованной, комфортной европейской стране. Также вот мы сейчас разговариваем, возле нас стоит и украинский автомобиль, и белорусский, что только подтверждает наше мнение. Польша – это страна, в которую хочется вернуться. Наверное, именно потому эту страну посещают каждый год десятки тысяч туристов. Проживая в Польше, мы для себя поняли, почему многие люди из других стран так стремятся переехать именно в эту страну. Ну, начать можно из того, что Польша – это одна из самых недорогих стран Европы, относительно недорогих. Здесь хорошие цены на продукты питания, на косметические средства и достаточно хорошие цены на аренду квартир, если сравнивать эту страну с другими странами Европы. I tak śpiewa, jakby wygrałem na loterii los. Z uśmiechem przyjaciela, słońce staje w dnia. Dlaczego? Bo niedziela, a w niedzielę, a... Всем, кто проживал в Польше, известно, что польская валюта достаточно стабильная. $1 – это 4 польских злотых. И за все наше проживание в Польше он практически не изменялся. И если общаться с поляками, то часто можно услышать, что поляки хранят свои сбережения именно в польских злотах. Потому что они знают, что можно спать спокойно, а не так, что можно проснуться и остаться только с половиной своих сбережений. Это тоже очень немаловажно. Конечно, в Польше, как и во всех странах, есть свои минусы. Но сегодня мы будем говорить только о плюсах и наслаждаться красотой природы, городов и мест, которые мы сохранили на наших видео. Здесь в Польше очень высокий уровень безопасности. Здесь безопасно прогуливаться по большинству городов, безопасно ходить ночью по улицам,
Здесь работает законодательство и работает очень хорошо судебная система. В этой стране просто невозможно остаться голодным. Чтобы поужинать в польском ресторане, конечно же, лучше рассчитывать на сумму от 50 злотых. В большинстве заведений не только вкусно, но и очень большие порции, что просто не может не радовать всех посетителей. Из всего понятно, что в Польше высокий социальный уровень. И если сравнивать уровень безработицы по Евросоюзу, то в Польше он достаточно маленький. Сейчас экономика Польши, конечно же, несмотря на кризис, продолжает развиваться. С 1 января 2004 года здесь выросла заработная плата, минимальная заработная плата, и сейчас она составляет 4242 злотых, но уже с июня месяца эта сумма вырастет до 4300 злотых. Конечно же, если проживать одному в Польше, арендовать квартиру и зарабатывать минимальную заработную плату, это будет немного накладно, потому что жилье относительно минимальной заработной платы в Польше кажется дорогим, но если проживать парой, то можно себя очень даже хорошо чувствовать, потому что, как я уже говорила, цены на продукты в Польше достаточно низкие. Хотя в Польше много хороших и комфортных городов для жизни, все равно многие стремятся переехать в столицу, в Варшаву, потому что именно там высокие зарплаты и большие возможности. Но, конечно же, нужно учитывать, что и цены в Варшаве и на жилье, и на развлечения тоже гораздо выше, чем в других городах. Если вы все-таки решили переехать в Польшу, то, конечно, для начала, когда вы только приезжаете, нужно арендовать себе квартиру или найти какое-то жилье. Ну, конечно же, мы поговорим об аренде квартиры. В зависимости от величины города аренда квартир будет варьироваться, но в основном, начиная цены сейчас от 2000 злотых за кавалерку. Может быть 1700, но примерно лучше рассчитывать на 2000 злотых и выше. Когда вы приезжаете в Польшу, вы должны понимать, что квартиру на короткий промежуток времени вам никто не сдаст. Обязательно договор будет минимально на год. Очень редкие случаи, когда кто-то может договориться арендовать квартиру на 6 месяцев. В основном стандарт это год и выше. Вы арендуете квартиру в Польше, вы должны понимать, что вы заплатите за первый месяц проживания и за последний. Это будет кауция. Кауция чаще всего выходит в такую же стоимость, как месячная стоимость аренды квартиры. Вы подписываете договор в Польше, в договоре прописано, что вот, допустим, если вы берете квартиру в аренду на год, но вам нужно выселиться через 6 месяцев, вы в любом случае должны будете оплатить за все месяцы аренду за квартиру. Это очень обременительно, поэтому всегда обращайте внимание на то, что прописано у вас в договоре, потому что при каких-то неопределенных ситуациях в жизни, если вы не договоритесь с хозяином, то придется заплатить всю сумму, например, за год. А если вдруг вы решили инвестировать в недвижимость в Польше, то это можно делать без страха, потому что всю недвижимость в Польше, все дома в Польше всегда достроят. За этим очень строго следят. И недостроив в Польше найти
в данный момент нереально. Приезжая в Польшу, уважайте ее ценности и жителей. Будьте улыбчивыми и культурными, и тогда местные жители обязательно отблагодарят вас добротой и гостеприимством. Когда вы будете прогуливаться по паркам, центральным улицам, площадям или торговым центрам, вы сразу заметите, что поляки очень семейная нация. И на первом месте у них семья. Поэтому это самая видная и самая главная черта поляков, на наш взгляд. Так кратко мы описали жизнь в Польше. Хотели поделиться красивыми отрывками видео, которые мы делали на протяжении жизни в Польше и которые присылали нам знакомые. Надеемся, вам понравилось. Если вам понравился наш фильм, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы всех очень благодарим, желаем хорошего дня, целуем и обнимаем. В Польше живут прекрасные люди. Обязательно посещайте эту страну. Поверьте, она действительно прекрасна. До widzenia! До zobaczenia. И, как всегда, бузячки. Бузячки. Польские. Так.